Ну что, сегодня день аграриев. Будем сажать морковки. Привет, друзья! Вы снова на канале русского сумасшедшего пилота. В прошлом видео мы произвели обзор, измерение, взвешивание и предварительную примерку. А теперь самое интересное. Погнали! Так вот, заряжаются обе системы через стандартный разъем Type-C. И по возвращении домой я провел примерный замер времени зарядки обоих систем, и он составил не более 10 минут, что является очень хорошим результатом. Поэтому, чтобы избежать отказов в самый неподходящий момент, лучше подзарядить их непосредственно перед полетом, тем более, что времени это много не займет. А я проверил обе системы и убедился, что действительно систему Adena я не выключил, потому что у нее нет дополнительных световых индикаторов и есть только кнопочка, которая либо нажата, либо отжата. И надо смотреть, чтобы в режиме хранения она была в состоянии отжата. А вот у китайца есть световой индикатор, и вряд ли я смог его просмотреть. Хотя... Не могу также обойти стороной вопрос температуры. Дело в том, что в обоих этих системах находятся очень маленькие литий-ионные аккумуляторы. И как в любом телефоне или в прочем гаджете, они очень критичны к переохлаждению. И, соответственно, очень сильно теряют свой заряд. Поэтому, если вы соберетесь летать в зимнее время, держите их в тепле практически до самого полета. А также не заряжайте при минусовых температурах, чтобы аккумуляторы не вышли из строя. Кстати, в этом плане система Adena мне нравится больше, потому что ее массивный корпус является неплохой тепловой защитой для этих нежных аккумуляторов. И даже при длительном полете, я думаю, аккумулятор не успеет сильно переохладиться. Хотя, если при минус 38... Не знаю. Так, ну что, попробуем наконец, как это все работает перед тем, как выехать в очередной раз в поля. Первый будет китаец. Готово. Для домашнего тестирования я приготовил вот такую небольшую бутылочку сбитня, раз у нас агрокультуры сегодня процветают, чтобы не заморачиваться с подвешиванием морковок в такую неудобную конструкцию. Вот, все у нас подвешено, осталось только провести сброс. Для этого нам придется включить все-таки дрон, но винты мы запускать не будем и взлетать тоже. Я надеюсь, получится все это сделать вручную. Подвешали. Ну, так, ну будем считать, что сработало. Короче, посмотрим, как это будет работать в полях. Тест прошел, забираем. Следующая система Adena. В прошлый раз я ругался на то, что не очень удобно крепить, но на самом деле вопрос в том, как приноровиться. Вот, закрепили достаточно надежно. Короче, система сброса морковок. Заряжаем морковки, включаем систему и пробуем сброс. Первая пошла. После этого выключается лампа. Вторая пошла. Отлично. В поля. Сегодня все у нас заряжено на 100%. Перед самым выездом я проверил еще раз. Поскольку системы заряжаются очень быстро, то дозарядка вообще прошла в считанные минуты. Буквально минута. И все было готово. Поэтому сегодня осечек у нас быть не должно. Но погода по сравнению со вчерашним днем хуже. Сегодня дует стабильный ветерок. Метра 3-4 по низам. Я думаю, до пятерочки вверху. Поэтому задача наша будет более сложной. Значит, первая система, которая у нас будет использоваться сегодня, это Китай. Он уже установлен. Значит, задача такая. Отлетаем против ветра на 500 метров, после чего с грузом же возвращаемся назад и сбрасываем его на этот коврик. Представим, что этот коврик — это лодка, которая уплывает где-то по течению, и нам нужно точно доставить груз для того, чтобы люди могли оказать себе помощь и спасение. Да, дроп-система сейчас срабатывает существенно быстрее. Для того, чтобы взлет прошел без проблем, мы должны выкладывать дрон. Ну, лучше против ветра. Вот примерно так у нас дует. Дроп-система у нас активирована. Помним, что на кнопке А у нас задействована система сброса, а на кнопке Б система управления камерой, которая позволяет быстро поднять и опустить камеру без вмешательства в меню коптера. Полетели!
Я не топлю на всю, то есть около 30 километров придерживаю скорость. Высота у нас уже на 50, остановимся. Я думаю, этого достаточно. Дистанция уже 350, 360, 370, 500. Плавненько останавливаемся. Посмотрим вниз. Груз себя чувствует замечательно. Разворачиваемся в обратную сторону. Возвращаемся назад. Время тает, конечно, быстрее, чем без нагрузки. Но тем не менее, время у нас еще есть. И притом с избытком. Так что можно было легко пролететь и больше километра, и потом без проблем вернуться. Потому что назад бы мы летели уже без груза. Что-то засмотрелся, промахнулся маленько. Но дрон уже подходит. Опа! Наша бутылочка начинает раскачиваться. Блин, мне страшно. Не знаю, куда бежать. Так, надо выставить ее поточнее. Ветром бутылку будет сдувать в том направлении, поэтому лучше отойти куда-нибудь сюда. Немножечко. Фух, ни пуху, ни пера. Сброс не происходит. Почему? Ха! Хе-хе, приходится оправдывать название канала. Система сброса отработала, но почему-то не сработала. Холодно, однако. 50 метров, бутылочку немножечко подсдуло. Видерхолен Нохенмайн. Почему не сработало? Сейчас никуда улетать не будем. В принципе, километр расстояния с полукилограммовым грузом он пролетает без проблем, и запас энергии остается еще очень приличный. Точка сброшена. Сейчас я не буду никуда улетать, я просто сброшу этот груз на небольшой высоте. Ничего не понимаю. Либо сказывается температура окружающей среды, пока мы туда-сюда сгоняли, батарейка на дроп-системе остыла и дальше уже потеряла свои свойства, перестала выдавать нормальный заряд. Либо сама дроп-система китайского производства имеет вот такие вот нюансы, которые не позволяют ей отрабатывать достаточно эффективно. Ну и третий вариант, то что все-таки там идет в комплекте специальное вот металлическое колечко, которое сюда подвешивается с карабинчиком. Возможно, с металлического колечка он бы соскальзывал лучше. Так, ну а теперь пробуем систему сброса контейнеров. Заряжаем контейнеры. Вот в таком положении все это будет. Это наш подопечный теперь с системой сброса морковок. Не забываем включить ее. Достоинство этой системы в том, что я могу нормально ложить дрон и не париться, он встает абсолютно ровно. С этой системой я уверен, что на дроне можно пролететь значительно большую дистанцию. Я не поменял батарейку, но можно даже с этой батарейкой, я думаю, отлетать еще тот же маршрут. Хватит полтинника нам. И все, теперь разворачиваемся назад. Как видите, когда мы идем по ветру, время опять немножко вернулось на большую сторону, поэтому против ветра мы можем улетать смело и потом разворачиваться и возвращаться домой, то есть у нас будет запас. Переводим камеру в вертикальный режим. Ну, морковки это не так критично, попробуем. Немножечко подприцелимся. Пробуем. Первая пошла. Упала за машиной.
Видимо, ветром сдувает больше. Нужно сделать корректировку на ветер. Вторая не пошла почему-то. Опа! Вторая тоже пошла. Ну, как-то так. Я не совсем понял, почему сработка идет не сразу. То есть, возможно, есть какие-то нюансы именно в настройке перед взлетом, потому что, когда нажимаешь кнопочку, он затворы по-разному, короче, выводит внутрь. Пробуем еще раз. Сброс. Так, ладно, из приложения. Первая пошла. Вторая пошла. В общем, есть вопросы к разработчику программного обеспечения. Почему-то получается, что фонарик не всегда срабатывает с кнопки, хотя первая сработка на этой дроп-системе прошла успешно, именно по фонарику. Ну и вообще морковная система отработала в принципе хорошо, добротно. И в принципе срабатывает она вообще достаточно стабильно. То есть нареканий у меня к самой системе нет, есть нарекания к программному обеспечению. Надо будет разобраться, почему фонарик срабатывает не каждый раз. Ну вот как-то так. Ну что же, можно подвести определенные итоги. Китайская система в определенной степени намного более нежная, и о 300 заявленных срабатываниях, которые написаны в инструкции, речи не идет. Тем не менее, замечу, что основные ее плюсы — вес и простота установки. В теплое время года и с работой аккумулятора наверняка будет все намного лучше, и его не придется заряжать перед каждым вылетом. Плюс, опять же, я не использовал стальное кольцо, которое идет в комплекте с этой дроп-системой, а с ним раскрытие должно происходить легче. Но это дополнительный геморрой с кольцами, которые при этом нужно всегда иметь под рукой. Вторая система в плане надежности срабатывания, да и вообще в плане изготовления, прочности, произвела на меня намного большее впечатление. Но остались определенные вопросы, на которые я получил исчерпывающие ответы, пообщавшись с ее разработчиком. Все-таки удобно, когда есть оперативная техническая поддержка. Первый вопрос по креплению. Как заявил разработчик, поскольку система разрабатывалась для постоянного использования на дроне, то есть один раз поставил и забыл, то в принципе этот вопрос отпадает сам собой, потому что уже на второй-третий раз я более-менее даже адекватно ее устанавливал в одного, без всяких заморочек. После ее установки дрон прямо с этой системой может укладываться в стандартный чемодан без всяких проблем. Так что предложенные мной доработки со всякими там пряжками, наверное, излишни. Хотя... Второй вопрос по отключению, в принципе, мы уже разобрали. То есть я забыл действительно отключить ее. И если заряжать систему своевременно и держать ее в выключенном состоянии, то заряд в ней сохраняется сколько необходимо. Как вы заметили из второго выезда, она отработала несколько раз, при этом на холоде, на таком же холоде, как и работала китайская система. И при этом никаких проблем у нас с открытиями не было. Ну и самый щекотливый вопрос — это сброс по активации фонарика с кнопки. Почему же возникли сбои при повторных сбросах? Оказалось, что на тесты мне прислали старую версию ПО, и в новой версии все эти проблемы уже исправлены. Плюс ко всему прочему добавлена масса всяких плюшек и интересных возможностей. Но еще раз повторюсь, если вас заинтересовала эта система и это программное обеспечение, то вопросы задавайте к человеку, координаты которого указаны в описании к этому видео. Это Дэн из Севастополя. Он вас проконсультирует и сможет помочь полностью. Да, еще в процессе общения с разработчиком я узнал, что он для ее тестирования использовал контейнеры весом, внимание, по 400 грамм каждый. То есть в эту систему он заряжал 2 контейнера по 400 грамм. И при этом дрон нормально поднимал их. Ну, в этом мы не сомневаемся, потому что тесты максимальной грузоподъемности вы уже видели. Если не видели, ссылка на видео в подсказке сверху. Но 800 грамм плюс 130 система 930 грамм. Загрузка чуть меньше максимальной. Интересно. Я думаю, с такой загрузкой даже с винтами Enterprise далеко он не улетит. Хотя
Если будет интересно, ставьте лайки, и в одном из следующих обзоров, возможно, я расскажу о новом ПО и его возможностях и плюшках, если, конечно, разработчик будет не против. А лодка в этот раз уплыла. Надо тренироваться. А на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока.